Ребята, привет! В прошлом видео мы с вами говорили, что профессиональный колорист должен уметь сделать цвет, который задуман, за один шаг. И я вам давала домашнее задание – решить колористическую задачу. Итак, база, 7 уровень после смывки. Это желто-оранжевый фон осветления. В нумерации Schwarzkopf Professional такой цвет можно записать цифрами 7,57. Нужно сделать просто шоколад на тон темнее, то есть 6 уровня. И в нумерации Schwarzkopf Professional этот цвет обозначается 6,6. 6 уровень – шоколад. Вы предложили различные варианты решения этой колористической задачи, в том числе и очень сложные. В некоторых из них был смысл, а в некоторых нет. Добавлять в основную красящую смесь много всякого разного цвета на всякий случай непрофессионально. Вы должны научиться собирать рецептуру максимально простым вариантом. Поэтому мой вариант предельно прост. Я беру 6,6, задуманный цвет, 6 уровень, шоколад и 3%. И все. Когда мы красим тона темнее базы, мы всегда используем минимальный процент. В случае Егора Royal, которым я буду работать, это 3%. При работе на понижение уровня глубины тона результат всегда чуть-чуть холоднее, чем если мы работаем тон в тон. Даже на маленьком проценте, даже на 3% окислителе. Поэтому мне не нужно ничего добавлять в 6,6, мой шоколад на 6 уровне, никаких нейтрализующих микстонов. Дополнительная причина – это доскональное знание красителя, его плотность и направление пигментов. 6,6 – это шоколад. Шоколад – это теплый оттенок сам по себе, потому что это коричневые пигменты плюс немного красных. Мы с вами имеем 7 уровень. Теплый фон осветления. Все фоны осветления теплые. И нам не нужно теплое нейтрализовать для того, чтобы получить, в общем-то, теплый оттенок. А 6,6 в Егора Royal очень плотный. И он перекроет этот фон осветления. И мы в результате получим чистый шоколад на 6 уровне. Задача состояла сделать просто шоколад. Поэтому мне было достаточно 6,6. Если бы задача стояла сделать холодный шоколад без красного отлива, то я бы изначально взяла бы базовый цвет 6,63, шоколадно-матовый, шоколадно-зеленый, то есть антикрасный. И его бы смешивала с другими холодными оттенками для нейтрализации фона осветления на том же уровне. Например, я бы могла взять 6,6 и 6,23. Синий-матовый пигмент, антиоранжевый и антижелтый. Или 6,16 в чистом виде, сандре плюс шоколад. Или 6,63 и какой-нибудь очень холодный, 6,13, сандре матовый. Я не использую в своей работе микстона, просто не люблю их из-за сильной концентрации пигментов. Но вы можете создавать рецептуру, отталкиваясь от своих предпочтений и от информации о красителях своего бренда. А сейчас предлагаю продолжить вам решать колористические задачи. И на той же базе после смывки, 7 уровень, золотисто-медное направление фон осветления, сделать просто нейтральный 7,0. И как всегда, мой вариант рецептуры в следующем видео. Полное обучение по колористике вы можете пройти на сайте salonlondon.ru.